Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы поговорим о том, что нам нужно сделать в эту последнюю неделю, которую мы называем страстная, чистая неделя перед Пасхой. Это последняя неделя перед Пасхой, она очень важна для нас всех, поэтому очень важно знать и понимать, какие вещи вам обязательно нужно сделать. Давайте вместе с вами далее, друзья, будем разбираться. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я благодарна Богу за» и напишите, за что вы благодарны Богу, высшим силам, ангелам, хранителям, возможно, людям, которые вам когда-либо оказали помощь. Не постесняйтесь, пропишите. Вселенная всегда хочет слышать слова благодарности от нас. Также хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Итак, друзья, важные вещи, которые нужно сделать каждому в страстную неделю перед Пасхой. Как вы знаете, страстная неделя, еще ее называют Великой неделей, Чистой неделей. Это один из самых важных и трогательных периодов в христианском календаре, когда мы все вспоминаем последние дни пребывания Иисуса Христа на нашей планете. Конечно же, с одной стороны, это время глубоких размышлений, молитвы, ну и, конечно же, это подготовка к празднованию самой Пасхи. Помимо религиозного значения, в эту неделю существует и множество традиций, народных примет, которые все-таки следует соблюдать для духовного обновления и благословения. Итак, давайте поговорим о том, что же следует сделать нам всем в эту неделю. Обращаем ваше внимание, что последняя неделя перед Пасхой, страстная неделя, она начинается 29 апреля в понедельник и заканчивается в субботу уже 4 мая. Напоминаем всем, что у нас Пасха с вами 5 мая. В этом году она достаточно поздно, но вы знаете, все в этом мире неспроста. Итак, первое, что очень важно, что вы должны обратить внимание, это в преддверии Пасхи уделить внимание своему дому, своей квартире, своему рабочему месту или своему кабинету. Дело в том, что очень важно провести именно эту практику до самой Пасхи. Таким образом, вы избавитесь от всего старого, от всего ненужного. И это аналогично духовному очищению. Поэтому подумайте о том, в какой день недели вы выберете уборку для себя. Напоминаю вам, что вот генеральную уборку вам нужно сделать до чистого четверга. Постарайтесь сделать ее тщательно, скрупулезно, уделите внимание каждому уголку в вашем доме. Особенно это касается кухни, особенно это касается тех мест, где вы больше всего пребываете, это может быть гостиная, а также обращаем ваше внимание, не забудьте о тех местах, которые часто остаются без внимания в течение года. Что это? Это могут быть подвалы, это могут быть чердаки, кладовки. Очень часто все туда заносится, складируется и больше оттуда ничего не выносится. Это очень важно. Если вы работаете, у вас есть свое рабочее место, у вас есть свой рабочий кабинет, обязательно также до четверга проведите очищение, переберите все бумаги, все то, что ненужное, вынесите, выбросите, спалите, оно вам точно не нужно. Также не забываем, что нужно вымыть окна, постирать шторы. Возможно, в этот период у вас получится отдать долги, кредиты. Отдавайте. Ни в коем случае не держите это, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Итак, друзья, с домом мы с вами разобрались. Это очень важно, и это для каждого. Каждый его должен сам для себя, и постараться это сделать всей семьей. То есть это не то, что значит должна женщина и начать мантулить, и вот это все разгребать и так далее. Возьмите всем вместе. Кто-то занимается, например, подвалом, кто-то кладовкой и так далее, и так далее. Это очень важно. Следующий момент – это подготовка к праздничного стола на саму Пасху.
Вы знаете, очень важно понять и знать, что вы будете готовить. И важно купить в ближайшие дни продукты питания. Также не старайтесь закупить больше, чем надо. Это не нужно. Лучше купите что-то более качественнее, но меньше. И знаете, когда вы кушаете более качественные продукты питания, то вы их даже меньше употребляете. Обратите внимание, потому что они энергетически быстрее наполняют ваше тело. Также очень важно, чтобы вы понимали о том, когда вы будете красить яйца, когда вы будете печь кулич, возможно, вы будете покупать, то уже сейчас договоритесь или поймите, зайдите в магазины, возможно, хлебобулочные, где продаются, и узнайте, то есть, чтобы вам действительно понравилось. То есть очень часто бывает так, что люди вот покупают кулич, да, но только для того, чтобы для галочки, чтобы кого-то чем-то угостить и забыть. Научитесь в первую очередь кулич купить для себя, для своего дома, и в саму Пасху разрезать этот кулич. Пусть он будет самый вкусный, пусть он будет с цукатами, с орехами, возможно, и творожная Пасха очень вкусная. Конечно, в каждом регионе это по-своему, но все же вы должны продумать эти моменты. Кроме того, подумайте о том, когда вы будете красить яйца, с кем вы это будете делать. Очень важно, чтобы вы это делали с детками. Если у вас есть внуки, с внуками, с внучками, потому что здесь очень важно, вы таким образом, то есть не просто покрасили яйца, вы энергетически вспоминаете свой род, потому что дети – это продолжение рода или внуки, и это очень важно, чтобы вы об этом не забывали, это очень важно. Кроме того, подумайте о том, что у вас еще будет на столе. Конечно же, уже май, и во многих регионах уже достаточно жарко, много чего портится и так далее. Но все же подумайте о том, что вы будете готовить. Далее, на что вам стоит обратить внимание, это на церковные службы. Вы знаете, что в Страстную неделю церковные службы, вообще эта неделя, она наполнена многочисленными богослужениями, каждое из которых, конечно же, имеет свое значение. Постарайтесь посетить все важные службы этой недели, конечно же, если у вас есть время. Но какие важные службы? Это Великий Четверг, да, это Великую Пятницу, это Великая Суббота, когда в Великую Субботу, когда церковь соблюдает молчание в ожидании воскресения, это Великий Четверг, когда вспоминает Тайную вечерю, Великая Пятница, день распятия Иисуса Христа. Если вы не можете на всех побывать, в любом случае хотя бы один день выделите, хотя бы полчаса, час, и сходите в церковь, помолитесь, поставьте свечку, благодарите высшие силы, Бога за то, что у вас есть то или иное в жизни. Возможно, вам нужно заказать 40 уст, закажите. Возможно, у вас есть какие-то очень важные задачи. Возможно, вы давно что-то хотели сделать, спросить у батюшки, например. Подойдите, спросите, не бойтесь. Конечно же, очень здорово, когда человек не просто приходит и освещает, да, с субботы на воскресенье или в само воскресенье пасхальные куличи, пасхальную корзину, ну а также и стоит на службе. Конечно же, не каждому дано выстоять ночную службу, да, потому что она достаточно длинная и так далее, и так далее. Но хотя бы отдайте дань уважения и хотя бы придите на одну службу, здесь уже на ваше усмотрение, и почувствуйте интуитивно, что это будет. Далее, друзья, что у нас еще очень важно? Это касается особенно тех людей, кто держит Великий пост. Вы знаете о том, что не каждый может держать Великий пост. Это связано, во-первых, с определенными ограничениями. Поэтому, если вы уже в возрасте, раньше никогда не держали пост, вы ребенок, вы женщина, которая носит малыша, или у вас проблемы со здоровьем, конечно же, для вас Великий пост, именно тот строжайший пост, он достаточно тяжелый. Кто его проходил, то он знает о том, что действительно это очень тяжело, потому что наше тело, оно перестраивается, и потом начинается Пасха, человек начинает очень много чего есть, в том числе и жирного, это очень влияет негативно на наше тело. Поэтому, как вариант, вот на этой неделе попробуйте подержать пост не в тот строжайший, который говорит нам церковь, а хотя бы уберите, например, все то, что касается животного происхождения, попробуйте убрать
убрать, возможно, какие-то химические там добавки, вот эти вкусняшки, сладости и так далее, и так далее. Не можете целую неделю, возьмите хотя бы один день, например, в среду или в пятницу. Здесь уже, конечно же, на ваше усмотрение. Вы должны понимать о том, что соблюдать Великий пост человек должен к этому прийти. То есть, если вы интуитивно не чувствуете, что это на данном этапе это не ваше, не стремитесь, потому что вы должны понимать то, что ни к чему это не по-хорошему не приведет. Поэтому ваша задача стараться делать так, чтобы вам было комфортно и на физическом плане, и на эмоциональном. Поэтому мы рекомендуем. Хотите попробовать? Вот попробуйте несколько дней. Также очень здорово, если вы, например, поживете вот именно в монастырях, потому что там паломники, да, они соблюдают также определенный пост, и если у вас есть желание, это не обязательно вот в эту неделю, а вообще, когда у вас, например, отпуск будет, попробуйте именно держать пост, именно, например, с монахами. Возможно, для вас это будут какие-то открытия, возможно, вы по-другому будете смотреть на мир. Но все-таки это надо попробовать, но, опять же, повторимся, к этому человек должен прийти сам. Когда вас заставляют, это ни к чему хорошему не приводит. Кроме того, очень часто бывает так, что человек всю свою жизнь ел мясо, жирное, все, и в один день он решает вот категорически сесть на диету. Вы должны понимать, что для него это стресс, это и для сердца, и для почек, и для других органов и нашего тела, и это все приводит к иногда даже плачевным ситуациям. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки подумайте об этом. Далее, постарайтесь в эту неделю, великую неделю, читать молитвы. Молитвы, те, которые вы считаете. В интернете очень много молитв, и у нас на канале мы будем эти молитвы оставлять, поэтому обязательно читайте, обязательно пойдите в церковь, спросите, какие молитвы лучше читать. Возможно, в этот момент вы почувствуете, что вы хотите сказать свои слова молитвы, слова обращения к Богу, к высшим силам, к Божьей Матери, к Иисусу Христу. Говорите, не бойтесь, потому что все то, что нас окружает, это все энергия. И когда мы благодарим, когда мы о чем-то просим, это быстрее материализуется в нашем материальном мире. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь этого. Далее, друзья, на что еще вам стоит обратить внимание? Конечно же, эта неделя, с одной стороны, она очень строгая, она печальная, но и в то же время вы должны понимать и то, что не стоит на этой неделе шуметь, не стоит заниматься тяжелым трудом, напоминаю вам Великую Пятницу. И, конечно же, не забывайте подумать о том, как вы хотите следующий год прожить. Возможно, у вас есть какие-то планы, возможно, вы как-то хотите увидеть какие-то мысли, чтобы ваши мысли были реализованы. Продумайте это. Также в этот период постарайтесь заниматься благотворительностью. Не обязательно деньгами. Вы должны понимать, что благотворительность это не всегда что-то должно быть материальное. Кому-то, возможно, вы можете помочь советом. Кому-то, возможно, вы можете помочь вещами, которыми вы не пользуетесь, но вы знаете, что именно для этого человека, именно та или иная вещь действительно будет вот тем подспорьем, вот той помощью. Знаете, бывает так, что вы кому-то дарите или даете какую-то свою вещь. У человека появляются крылья, он замотивирован, потому что, знаете, перед ним открывается другой мир, озарение приходит, и он понимает, как ему дальше двигаться, жить, делать и так далее, и так далее. Поэтому не бойтесь никогда с другими людьми радоваться жизни, никогда не бойтесь другим людям помогать. Конечно же, благотворительность это не значит, что вы должны теперь во всех газетах, везде и всюду рассказать о том, что вы кому-то помогали. Нет, этого точно делать, друзья, не стоит. И, друзья, последнее, что мы хотели сегодня вам сказать, это очень важная информация, о ней мало кто говорит, кто знает, но это нужно сделать в день Светлой Пасхи. Возможно, вы знаете, возможно, вы не знаете. Если вы не знаете, обязательно это сделайте в день Великой Пасхи. О чем мы хотим рассказать? Дело в том, что в день Светлой Пасхи любой человек может после литургии отправиться на колокольню и позвонить в колокольню.
колокола. И здесь важный момент: никому не будет отказа. И в этот момент, когда вы звоните в колокола, желайте, просите себе всего того, что для вас важно. Например, здоровье, изобилие, счастье, удачи и так далее, и так далее. Но, звоня в колокола, вы можете просить только для себя. Помните об этом. Если вы с детьми, обязательно возьмите с собой детей, и вот именно в светлую Пасху, в светлое воскресенье обязательно проведите вот такой вот ритуал, обряд, как вам удобно, так и назовите, но вас обязательно пустят, и обязательно это сделайте. И вы это не просто наполнитесь божественным светом, вы наполнитесь и Божьим благословением, а это очень важно. Вот такой, друзья, очень важная и ценная информация. Мы сегодня, друзья, хотели с вами поделиться касательно этой последней недели до Пасхи. Надеемся, что эта информация, друзья, была для вас полезна и важна. Прямо сейчас ставьте, друзья, лайк этому видео. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.